Добрый день, друзья! Сегодня предлагаем обсудить представителя новой ветки немецких линкоров в игре «Мир кораблей», а именно немецкий линкор 6 уровня Маккензин. Маккензин – это представитель яркой и мощной ветки немецких линкоров. Итак, давайте разберемся, что из себя представляет линкор Маккензин в игре «Мир кораблей». Линкор имеет среднее для своего уровня количество очков боеспособности – 52 300. Нужно отметить невыдающуюся противоторпедную защиту линкоров 22%, которая намекает нам на то, что мы должны очень бережно относиться к получению урона от торпед противника. Линкор Маккензин имеет несколько усиленное бронирование. К примеру, бронирование каземата достигает 300 мм, носовой бронепояс 120 мм, но, к сожалению, не является выдающимся. К примеру, у немецкого линкора 6 уровня Байер эти цифры составляют 350 мм и 200 мм соответственно, что, как мы видим, существенно больше. Следует сказать, что немецкое бронирование в игре всегда вызывает уважение и является, пожалуй, одним из лучших и даже стабильных в игре. Линкор Маккензин не так уверенно вытанковывает урон бронебоек в нос и в ромб, как Байер. В силу этого злоупотреблять броней и поставлять борт линкора под залпы крайне не рекомендуется. Маккензин имеет ремонтную команду, которая восстанавливает 261 единицу очков боеспособности в секунду, работает 28 секунд и перезаряжается за 80 секунд. Кроме того, нужно подчеркнуть, что линкор имеет фиксированное количество ремок. Да, всего 4 снаряжения аварийное подразделение, или 5 при наличии перка «Мастер противоаварийных и ремонтных работ». Но есть и положительные стороны. Ремка перезаряжается всего 40 секунд, что вдвое меньше обычного, и в особо жаркие моменты может нас очень сильно выручить. Такой формат восстановления боеспособности линкора, а также наличие расходника ГАП намекает нам на возможность более острого ведения боя. Будет ли нам этого хватать, особенно с учетом откровенно небольшого количества очков боеспособности, покажет время. Маккензин имеет одну из лучших маскировок для класса. Дальность видимости с кораблей 13,2 км и видимости с самолетов 10,3 км. Прокачав перки капитана и используя камуфляж, можем получить рекордные 11,6 км засвета с кораблей. И это для линкора 6 уровня. Наша выдающаяся маскировка позволит снизить концентрацию на себе фокуса огня противника. Кроме того, маскировка позволяет нам ловить бортоходов, в первую очередь крейсера, ведь именно против них наши орудия наиболее эффективны. Цитадель линкора все так же подвержена опасности при постановке линкора бортом, как и у одноклассников. Но, как нам показалось, все же броня линкора довольно часто приходит на помощь. Маккензин имеет неплохую максимальную скорость хода в 28 узлов, средний радиус циркуляции 780 метров и средний показатель времени перекладки рулей 11,2 секунды. Совокупность этих характеристик для линкора дает такую же среднюю маневренность и вполне позволяет нам продвигаться во фланге вместе с крейсерами, при этом не забывая анализировать ситуацию на миникарте. Линкор комфортно себя чувствует на средних дистанциях, имеет дальность ведения огня всего 16,6 км. Линкор имеет хорошую для класса скорость поворота башен, что в свою очередь дает нам возможность чаще реализовывать полный залп ДК. Перейдем к орудиям. 8 стволов в 4 башнях со средним для уровня и класса калибром 350 мм. Учитывая нашу феноменальную маскировку, дальность ведения огня 16,6 км является комфортной. Средняя скорость полета снаряда 815 метров в секунду для фугасов и бронебоек. Средняя точность, приемлемые углы наведения, великолепная маскировка линкора намекают, что нам всегда будет в кого пострелять на средние дистанции, а иногда даже очень удачно на ближних. Линкор обладает хорошей скоростью перезарядки орудий в 27 секунд. Мы имеем на борту 8 стволов, что дает нам весомый залп на уровне и в целом хорошо сказывается на его потенциальном уроне. Максимальный урон осколочно-фугасных снарядов 4000 единиц с отличным бронепробитием 88 мм, но низким шансом пожара 27%.
Максимальный урон бронебойных снарядов 10500 единиц со средним бронепробитием на уровне. Именно бронебойные снаряды и будут основными для этого линкора. Противоминный калибр линкора еще не наводит ужас с дальностью стрельбы в 5,6 км, но уже способна напрягать противника. Определенный вклад в копилку урона ПМК на 6 уровне уже вносит, что заметно по результатам боя. Именно по этой причине, а также в силу наличия расходника ГАП, этот линкор нами катался именно в ПМК сборке. Нужно отметить слабое базовое ПВО, которое представлено всего двумя аурами. Ближняя аура до 1,5 км с уроном 130 единиц. Дальняя аура до 4,6 км с уроном 32 единицы. Перки командира и модернизация в нашем выборе направлены на улучшение вооружения и живучести. И не смейтесь, ПМК, с учетом топов этой ветки. Перки командира. Перки командира выбраны из расчета того, что данный кэп будет катать на топе и могут выглядеть немного спорными для этого линкора. Первый перк. Взрывотехника. Усиливаем ПМК, который будет жалить всех на более высоких уровнях в этой ветке и уже начинает напрягать противника на 6 уровне. Второй перк. Бдительность. Увеличиваем дальность обнаружения торпед на 25% и усиливаем ПТЗ на 7%. Третий перк. Дальнобойные снаряды ПМК. Увеличиваем дальность стрельбы ПМК на 20%. Это задел для топов, чтобы потом не переобучать кэпа. Четвертый перк – мастер противоаварийных и ремонтных работ. Добавляем по одному расходнику ремка и хилка и увеличиваем время их работы на 10%. За счет этого повышаем потенциал выживания нашего линкора. Если вдруг в вашем распоряжении окажется 14-перковый кэп, я бы рекомендовал изучить 5-й перк – мастер маскировки. Снижаем заметность на 10%, повышая нашу живучесть. Так как нами принято решение опробовать этот линкор именно в ПМК сборке, мы установили следующие модернизации. Первый слот. Вспомогательное вооружение. Усиливаем живучесть установок ПМК и ПВО, что позволит нам более эффективно опробовать возможности ПМК в бою. Второй слот – система борьбы за живучесть. Мы горим, как и все линкоры, часто находясь под фокусом. Третий слот – ПМК модификации. Увеличиваем дальность стрельбы и точность установок ПМК. Четвертый слот – рулевые машины. Уменьшаем время перекладки рулей с борта на борт, повышая живучесть линкора. Подводя итоги, следует сказать, что Маккензин – это линкор, который обладает уникальной для класса маскировкой, и в силу этого особо эффективен в охоте на бортоходов, особенно на крейсеров. ПМК линкора нельзя назвать грозным, но он стабильно вносит свой вклад в копилку урона. При удачной реализации этих особенностей вы сможете оказывать существенное влияние на исход боя. Всем спасибо за внимание. Не забывайте ставить лайк и смотрите больше видео на нашем канале. Пишите свои комментарии и подписывайтесь на канал. Приятного вам просмотра. Авианосец противника уничтожен.
Вражеский линкор потоплен. Минут до конца боя.